Здесь дома что? Чинится дом. Они теряют. При Кеннеди против Нилауе. Немецкоговорящие игроки, которые просто пивят. При Кеннеди, понятное дело, посильнее. Типа Нили такой полутопчик. И карта называется... Так, стоп. Это, я знаю, что за карта. Это называется Миграция Earthquake. Миграция с землетрясением. Я играл на ней один раз. Это не самая crazy карта, которая ever, но окей. Нации, персы на византийцев. Итак, что такое... как работает землетрясение, ребята? Землетрясение... оно не совсем в случайные моменты появляется, по-моему. То есть оно не может произойти, по-моему, сейчас, но оно может произойти потом, там, когда-то, в определенные триггеры. И оно, по-моему, работает теперь не на какую-то область, а в принципе вообще везде. А может и на область. Давайте сейчас посмотрим. И получается, как оно действует? Оно на протяжении, по-моему, 30 секунд по всем зданиям дает дамаг 30 дамага. То есть 30 на 30, 900 урона она дает. 900 урона. Дом убьется. ТЦшка? Нет. Док? Нет. Тем более персидский. Персидский, поэтому перс, виза, да? Визы тоже крепкие здания. Вот так вот. Ну и перс, виза тоже водные нации. То есть нации понятны. Подбор кабана идет. Ну и пока смотрим. Завязал с футболом ОЕ? В смысле? Ну, да вроде нет еще. Еще нет. Меня закодировали. Че ты тут спамишь? Mind-blowing. Потиху завязываю. Не могу отвязаться. Так-то нет. Чувак, я же с Херой играл. Какой завязал? Сыграл с Херой и завязал. Как думаете, я выиграл Херу или нет? Хотите узнать? Ну, тогда, надеюсь, завтра видос выпущу. А что делать здесь, то по итогу, если с опилкой ТЦ упали, а ты мельницы чинишь? Что делать? Надеяться, что у врага тоже все упадет. Что делать? Я не знаю, чувак. Если у тебя еще рынка нету. Ну, чувак, я не знаю. Ладно, давайте проматывать. Как думаешь, я выиграю тебя 1-1? Не знаю, как ты меня выиграешь. Ты не хочешь, чтобы я завязывал? Ты хочешь меня выиграть? Окей. Я так-то вообще тоже не очень хочу завязывать. Так, короче. Посмотрите, как много здесь рыбы, на самом деле. Мне это нравится. Здесь что? Какие-то такие острова есть. Здесь очень много овец, кстати. Ну, по сути, землетрясение это не самое ужасное, что может тут произойти. Блин, прикольно. Ровно 900 хп, да? Да, там ровно 900 хп за каждое землетрясение. С какого-то момента у византийца перестанут падать здания. Они начнут гореть, их потом можно просто чинить. Крутая карта, нравится. О, так это еще херня. Давайте промартовать. Да, давайте, ладно, короче. Тут пока все равно сейчас принципиально быть ничего не может. Тут максимум можно какой-то транспорт ранее ожидать. Ну, видите, форвард док такой ставится. Как я играл эту карту, ну, я там против какого-то нуба играл, на самом деле. Я приплыл транспортом сюда, поставил тут пару доков, тут захавал воду там как-то. Помню, землетрясение почти его док убило, я приплыл, файрами добил. Потом там на миде какой-то бред был. Так, может я еще что-то забыл? Мне кажется, какой-то еще факт я забыл сказать. Но не помню, честно говоря. Так, я выхода на золото никакого не вижу, абсолютно. Ну, лума тоже нету. Ну, напрашивается уже второй док. Тут, конечно, какой док не плюнь, он будет идеальным. Тут и в плане прибрежки, и так. Еще дома. Так, а неужели Нили здесь планирует не переходить рано, да? Неужели он планирует на этих ресурсах остаться, и так как это миграция далеко плыть? А, здесь прикол в том, что плыть не так уж и далеко. Ну, как бы равнозначно. Типа и не близко, и недалеко. Не знаю, как это выразить правильно. Никто? Ну, видите, все галеры играют тупые. Ладно. Все-таки там есть какой-то призовой в этом турнире, но не очень большой, к сожалению. Не все далеко топы играют. Там, конечно, админ этого турика, и тот, кто это сделал, эти карты, он очень прикольный мужик. Это такой... Это, знаете, это Колумб просто. Такой Колумб старый, курящий. Это очень прикольный мужик. 7 лодок целых против 5. И как он там орет на испанском, это, конечно, жесть. И как он там... Там, короче, есть карта «Пираты Карибского моря». И там песенка играется в начале игры. Ну, я сейчас не нормально спою. И как он ее поет, и он там начинает крутиться там как-то. Так круто. Это там, где были поезда из вагонок. Ну, из вагонок, да, были. Ну, это, кстати, не очень интересная карта. Там просто, типа, поезд едет, я не помню. А как он вот это вот...
А как ему нравится, когда, типа, топ начинает проигрывать, потому что топы там не готовы. Кстати, в этом турнире участвовал Маргугу, и он вылетел там от какого-то чувака, 2К3, что-то такое, потому что он, ну... Так, Маргугу в смысле. Ну что, галеры достаточно рано приплат, встречают византийские фальшипы. Блин, а вы помните, что в E3 были поезда? Да, я помню. Но они что-то... Я думал, что поезда это будет супер круто, прикольно, мельница. Но на самом деле они какие-то там... Что-то там давали, но мне не впечатлила эта механика. Ну, я сейчас на самом деле не помню, возможно, она крутая. Так, ну... Тут действительно прям мало места, поэтому не знаю. Тут ребятам надо все-таки делать в какой-то момент транспорт. Ну, Нили готов к переходу почти, да? Но ему нужны здания. Возможно, он будет продавать камень, я вообще не удивлюсь. Так, ждем землетрясения. Очень ждем землетрясения все-таки. А то пока это какая-то стандартная миграция. Ну, первое землетрясение там может на 15 минуте, что такое. Пока это не динамичные карты. Может, я вас обманул просто, как обычно. Рынок. Но есть впечатление, что перс не сильно отстанет сейчас, мне кажется, по переходу. С таким темпом. Сейчас он тут как-то... Ну, он вообще на еде не особо работает. Вот, рыбы, здесь. Лесопилка. Блин, тут лесопилка, а дальше как? Тут в лесе типа 150 дерева, да? Пытается воду выиграть полностью. Так, ну Нили надо продавать камень, он продает. Переходит. Тут, я так понимаю, он в крестьянку стрельнул. Идут замки. Вот сколько сейчас домик хпшки? 900, он ровно умрет. Ну-ка давай землетрясение. Блин, прикольно. Если начать чинить во время землетрясения, будет прикольно. Так, минус рыба, тут еще фаер приплывает. Да давайте землетрясение уже в конце концов. Так, это просто прибрежные козы нашлись, они теперь разведут других коз. О, видите? Видите? Опа. 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 Оно везде, видите? А, или тут запрограммировано, что оно здесь будет. Он чинит дома, смотрите. Он шарит. Он чинит каждый дом. Видите? Здесь дома что? Чинится дом. Они теряются, потому что это персидский. И все, домов тык бесконечно, 57-15 всего лишь. А здесь Нили не потерял дома, у него остались дома. Он чинит дома, он хорош. Он знал, что будет 900 хп именно. И чинит дома. Офигеть, это тупо стратегия, заточенная на цифры просто. Просто расчет холодный. Причем дома не обязательно чинить супер до конца. Все. Перс просто перестраивает все свои идиотские дома. Огромный персидский лимит. Здесь, кстати, 2 рыбы всего лишь выжило. Он вычинил дома, то есть спас их в моменте. Кстати, землетрясения не работают на постройки, которые только начинают... видите, 900 хп. Которые только начинают... что начинают? Строиться. Леон Рома, который хост Турика и создатель карт, еще стримил меня в финале Серебряной Ветки, и там постоянно у себя на компе врубал всякую эпичную музыку во время разных событий. Да? Прикольно, интересно. Выгодно ли чинить, тратя время крестов? Ну, чувак, ты потратишь время крестов по-другому и ресов больше. Типа, выгодно начать чинить. Ты просто смотри, начинаешь чинить, ну он полностью их вычинил. Теперь 1170 хп. В следующий раз они уже не умрут, можно не чинить, но потом умрут. Да, это было круто, это, конечно, прикольно. Но, видите, Фрикенеди хавает все-таки на воде. Добавил фаершип, и все-таки это работает так. Здесь фаершипчик. И тяжелая ситуация здесь. Но меня удивляет, что Фрикенеди не переходит. 750 хп, а потом они упадут потом опять. Я не знаю, что Фрикенеди планирует здесь. Так, когда следующее землетрясение? Ждем, верим. Нужно давать деньги Леон Роме за такую четкую рекламу курева. Да. Если уж давать, то да. Кресты уже минут 5 стоят. Да. Шейф не сработал. Козы нужны? Нет. Опа, ну тут уже посложнее, наверное. Брандершек. По докам 3 на 3, да? Вот персидский доки. 900 хп, 900 хп. Кузница упадет, вторую стрелу не апнешь. Вот здесь надо чинить кузницу. Хотя бы стукнуть чуть-чуть по кузнице, чтобы было 91 хп, 901 хп, чтобы дожило. Чтобы вторую стрелу апнуть. Вот будет обидно на второй стреле погореть тоже. Да, землетрясение, так понимаю, теперь тупо одновременно. Просто по всей даже карте. Опа! Кто не вычинил кузницу? Внимание. А там еще в игре появляется звук. Так, чинится лесопилка, срочно.
Ай, хорош, Нили. Не, Нили вот шарит за эту тему. Что надо чинить. Ну-ка, кузница умрет или нет, интересно. Придется перестраивать кузницу. Так, умрет. Так. Он сейчас опять все потеряет, боже мой. Он начинает чинить дома. А лесопилку тоже надо чинить. А шахту? Он сейчас может без... Нет, лесозапаса большой, 600. Тут надо еще микрить параллельно. А, микрить. Кузница упала, ёптую. Ну, кузницу обидно. Некоторые дома спас. Опять, 64-20. Опять надо дома ставить, надо запас леса. Откуда у него запас леса, честно, я даже понятия не имею. Ну, типа, настолько он жестко качает лес. Ну, там действительно 2000 лес. Новые дома или что? Транспорт. Причем миграция не сильно А, не-не-не-не-не, я только сейчас понял. Здесь нету землетрясения. Вот дубинушки мы все просто. А только сейчас... Я тоже... Блин, тут нет землетрясения. Сюда... В этом прикол карты. Тут сюда надо мигрировать, чтобы не было землетрясения, походу, да? Тут, смотрите, у Нили все мертвое почти, но дома выжили, видите? Он не чинил уже. Ну, точнее, он чуть-чуть чинил, но все выжило за счет византийского. Византийский бонус посильнее тут. У него нет домов тыка. Но здесь в моменте есть армия, которую можно апать просто. Доки пока живы тоже. Персидский бонус тут работает. Новые дома. А теперь дома 900 хп у него в замковой. Здравствуйте. Блин, ровно. Прикольно, что именно 900 хп. Это такая цифра, что типа реально очень играбельная. Именно на домике рассчитано. 1800 кузницы. У тебя нет кузницы, ты потерял. Надо было стукнуть молоточком. Как же тут нужен лес, конечно. Ну что-то Нили тоже, что-то как-то, не знаю, закопался. То есть Фрик и Дэдди уже пережил 2 землетрясения, которые убили почти все его дома. Это охренеть, конечно. О, Ксана дарит подписку самому Бофорсу. Ё, а что с Бофорсом не так? Ну-ка, транспорт. Тут землетрясение вокруг, а ты на транспорте приплываешь. Ёшк-макарёшк, как тут много всего. Ну ладно, 37 крестов на 43. Там брандеры летят. Наконец-то кресты. Здесь, я так понимаю, землетрясений будет. Давайте больше землетрясений. Больше. Я, кстати, не знаю, какие карты будут. Так, тут захавано. Орос еще подключается. И здесь брандер подключается. Отличный брандер будет. Ой, слишком хороший брандер. Он еще и так. Ой, слишком хороший брандер. И ТЦшка суперская вырастает. Надо мигрировать отсюда. Так, а дома снова все умрут, но надо будет просто по каждому чуть покликать. Чуть-чуть. Прикольно, что в моменте землетрясения их можно. Кстати, тут мельницы можно жить. Мельница бах-бах-бах, как говорится, да? Особенно с дровида. Ух, тут дровид имба, конечно. Кстати. Тут дровидушек не слаб. Теоретически можно там... Опа! Так, умрет рынок, кузница. Нет, кузницу он чинит, не хочет терять кузницу. Рынок тоже не хочет терять. Видите, как он бдит. Там ТЦшка не теряется, персидская тоже. Так, а здесь что теряется? Дома, опять потерять все дома. Здесь, видите, нет землетрясения. А здесь... Вот смотрим на этот дом, допустим. Все, погнали. Начинай чинить дома, блин. Блин, Энди, конечно, все-таки не шарит, типа. Он в целом сильно играет, но он не шарит. Он опять теряет все дома. Смотрите, 95 лимита и... Смотрим. 10 лимита. Он потерял нахрен миллиард домов только что просто. 16 домов или сколько? Тут еще бранд. О май гад, теперь опять все дома делать. А леса уже нету, камон. Покупать лес, чтобы делать дома. А, понял, он здесь дома наметил уже. Максимальный бред. Бофорс, давай, хоть смайлик какой-то покажи. Так, у Нили рынок, кузница живые. Ну, тут уже лесопилки горят, но он их чинит. Ставка на перса. Но перс на воде не проигрывает. Ну тут 9 фаершипов целых. Брони нету случайно. О, вот это поворот. Да, я помню, что все-таки в центре вроде было что-то такое. Норм? Я думал другие смайлы, чувак. Эти смайлы окей. Теперь землетрясение в центре. Ай-яй-яй. Не угадал ты, Энди. Дома на холме ставить есть смысл? Я думаю, нет. Они начинают гореть. Дэшка тоже. Так, видите, тут ничего не горит. Они ли хитер? Бесконечный дом, ты, Энди, такой. На что я подписался? За шо? У Энди вся база упала. У него и вторая база упала. Опять домов нет. Он может оказаться... В любой момент ты можешь оказаться в ситуации, где у тебя вообще не останется леса. Я еще видос скоро выпущу тоже на ютубе. Ну, когда я говорю скоро, это возможно в этом году, короче, потому что видосов много. Где тоже вы увидите охеренную тему. Так, пикать гунов.
Шаришь, да. Ну, да. Монголы еще можно. Персидские ратуши, но это только ратуши и доки. Да, ратуши и доки, да. Кстати, на следующей итерации эти два дока упадут, потому что они самые ранние. Это новый док относительно. Не знаю, что на него вообще не действует землетрясение. Он какой-то... А на него, походу, реально не действует землетрясение. Он же давно стоит. Лол. Тут, походу, есть какие-то доки, на которых ничего не действует. Ладно, я уже хрен знаю, но он выпиливает. Зачем ты выпиливаешь? Зачем ты чинишь эту лесопилку? Тут леса нету. Ну, типа, окей, есть, но такое. О май гад. Ребята, Нили камбэчит. Ребята, Нили не тратит так много ресов на эту всю воду. Персидский рад, так. Короче, Нили читер, я понял. Нили шарит, тут надо шарить. Смотрите. О, камень. Замок хорошая тема. Ребята, в воду вообще, то есть весь фишбум... Кстати, где фишбум? А, фишбум уплыл, прикольно. Ну-ка. Нили, наконец-то переплыл, здесь делаются ванпосты, соответственно, сейчас будет касселдроп сюда, да? Да, лол, прям в моменте, прям туда же. И сразу заказывается ничего, потому что леса ни у кого из игроков нету. Может скоропад заказать, но такое, приходит много крестьян, супер важный замок, соответственно. Короче, Нили, да. Нили дожигает доки. Опять землетрясение, ребята. Бедный Эдди, но замок он не потеряет. Кстати, на замок, видите, в моменте оно не действует, по идее. И здесь что? А что у нас Нили уснул? А кто чинит быстрее? Никто. У грузина просто там дешевле. Так, замок. Соответственно, 40 лимита. Ну, сейчас замок построится, будет 60 лимита. Все равно домов тык, все равно нужны дома. Здесь что терять? Нифига, как же Нили, типа, он ничего не добывает, но ничего не теряет практически. Вот эти дома чинит бесконечно просто за византийца. Сможет ли он выпрыгнуть? Но здесь у него проблемы. За ним выехали кто? Кто за ним выехали? У перса кто в замке? Кто выехал-то, собственно? А, еды нету, понял, никто не выехал. Я думал, слон будет. Рыбу, кстати, сожгли. Блин, вот этот нормальный турнир просто, наконец-то. Игроки не вот это вот сеют фермы и на чиле что-то там играют. 5 ТЦ как антагонист. Вот, они выживают. Покажи скилл выживания максимальный просто. Умри, но выживи. Сделай слона, купи слона. Нет денег? Ну, я не знаю, что делать. Чувак, я был в этой ситуации. Я не знаю, что делать. У меня была ситуация похуже, я вам так скажу. Ситуация намного похуже. Ну ладно, собственно. Что, нет на лесопилку? Давай, ТЦшку ставь. ТЦ-раш. Домой. Битва бомжей. Да, а может сюда надо ехать? А? Может надо здесь жить? ТЦшка, нет, ТЦшка это хорошо. Лесопилками тут лучше не пользоваться. Лесопилка только для топорика, все. Так, здесь бедный Нили. Нили нажал имп. Господи. Нили там импы... Нили тут фишбумит втихаря. Ну, у него план его понятен. Он пытался высадиться, посмотреть, не получилось, не фартануло. Чувак. Он, кстати, сделал броню на фаер и так-то. И импы нажал, и пилу делает. Чувак, может ты подвигаешься, или ты сейчас просто сольешься от какого-то рандомного фаершипа? Это правда, что тебя в 94 расстреляли, но ты не сдался? Да смешно это реально, чувак. Ну это смешно, я согласен. Кстати, я никогда не думал. Ты когда делаешь вот этот карининг, да, броню на корабли, и чтоб транспорты возили больше. То есть и транспорты возят больше, у них броня появляется. Ладно, фигня. Высадился, чтобы починить дома. По сути, это Fast Fire Ship, вот и весь ответ. Игра Fast Fire Ship. Так, ладно, недобитые на 100 хп здания. Класс, мне нравится, заходит. Хомутик? Сейчас ты с хомутиком, с хомутиком, подожди, на ферме она работает или нет, я что-то не уверен. С хомутиком сейчас ты засеешься. С хомутиком он засеется. О май гад, сейчас будешь фермы чинить. Погнали, центральное землетрясение. Что оно убьет? Ну, эта осадка и так умрет, понятно. Ну, опять все дома сдохнут. Эдичка, надо равно распределять все. Так, тут 5 поселенцев. Чувак, у тебя леса нету. Вот сюда лесопилку бахни. Энди, дружочек. Массенри, кто качать будет? В универе. Чел в натуре вкачал фермы. Да, где фермы? Ну, здесь, по идее, будут фермы. Ну вот, в фермах 480 хп. У византийца там 500-600 хп на ферме, но это все равно меньше, чем 900. По-моему, это просто бешеный контент. Так, опа, замок. Замок византийский, что? Энди, снова 35 лимита. Все, что... Какой у него лимит есть? Смотрите. 3 ТЦ и замок, 35 лимита. Может, инки имба? Так, да не, гуны. Не, на землетрясении там просто цеви на гунах. Но они, наверное, гунов забанили, вот и все. О май гад, вообще не понятно, кто выиграет. Ну, типа, импы, Fast Fire Ship надо апнуть. Да продавай, покупай, тут сейчас надо дома чинить. Мужик, ты забыл.
Ладно, замок ставится. Надо треп. Блин, нужен лес гребаный. Перевозка. Перевозка работает. Все на этом транспорте завязано. Что происходит? Здесь вообще ничего нету. У него вот это 2 недобитых чувака. Все, так он разве не проиграл? Он ставит замок, не зная, что там византийский замок растет. Надо удалять срочно, там же требуют. Слонов он не сделает или сделает? Слоны? Ратуша. Не, он ставит замок. Окей. Ну, типа решил, ну пофиг, поставлю замок. Он решает снести это, походу, мне кажется, типа что-то слонами плюс таранами. А тут ратуша. Ратуша 3360 хп. Замок 6720. Это будет очень тяжело снести. Сейчас у Нили единственная проблема в том, что он не добывает ресы практически, да? Ну, типа он тут вот катается что-то. Его транспорт катается. Он додумался переплыть наверх, там, походу, землетрясений бывает. Снести все нахер. Да, он только сейчас из домовтыка вышел, но сейчас замок. Надо замками жить. Масонри прокачивает. Это супер важный апгрейд. Ну, он, по крайней мере, засейвит после одного землетрясения все дома. А знаете, сколько домов осталось у Freaking Энди 1? У него 1 дом и тут еще 3. Поздно ты Масонри качаешь. Ладно, на другие здания будет работать. Так, здесь что? У Нили, кажется, проблемы. Нили, нужен второй транспорт. Нили, нужен лес. Нили, покупай лес. Все покупают лес. Понятно. Землетрясение, что творится? На разных островах идет землетрясение, надо не упускать их. Соответственно, делаются траны, слоны, я знал. Я понимаю, как эта игра работает. Универ выпиливается, к сожалению. Или пофиг. Рыбы работают, это супер важно и полезно. Здесь 6 чуваков. Здесь что, идет? Слоны прячутся, да? Купи слона, несколько слонов. У слонов, сейчас скажу, 60 урона по замку. Очень плохо следить за игрой Нили. Нили? Ну, не знаю. Тут сложно следить. Ну, ты представляешь, ты играешь там 10 тысяч игр, типа, в обычный АОК, и потом тебя зовут в этот турик, и ты такой, чё, блин? Чё? Типа, у тебя просто, типа, проблемы с домами. То есть, это базовое, то есть, у кого-то проблемы с лесом, у кого-то с домами. И у него нету даже монастыря, идет Дроман. Дроман это прикольно, но это не то, что сейчас нужно. Слон просто идет куда? Он сплэшем начинает дамажить все просто. Слон умер, ребята. Хотя бы первую броню надо было на слона. Но в чем проблема? Первой брони, потому что нет кузницы. У тебя ничего нету, потому что ты бомж пососный. Соответственно, слоны начинают драться с крестами. Сплэш. Ты забыл про сплэш, Нили? Нилик. Слоны. Дроман против слона. Работаем. Треп. Тут это какой-то максимальный хаос. Дроман. Слон. Треп. Чинит. Что, собственно, у вас происходит тут? Куда треп? Пэсфайдинг, гребаный. Он на вычинивание идет. Ну, против слона. Ну, сложно. Ну, замок будет стрелять или нет? Ну, фэршип гребаный, он напнутый или нет? Стреляй Дроманом. Вышел треп. Раскладывай треп. Тут просто идут таранные слоны. Где землетрясение? Нили уже орет. Где землетрясение? Почему у него там не все снесено? Тараны. Он по своим крестам, что ли, дает? Слон просто дамажит сплэшем, ему похер. Слону похер. Да ладно, не похер, на самом деле он умирает. Ой-ой-ой, тут неплохо. Да раскладывай треп уже, наконец, блин. И еще слонов. Первая броня. Откуда у тебя куница, блин? Давно землетрясения не было. Что за прикол? Еще транспортом надо работать. Вычинивать замки, все. Едут гребаные тараны. Зачем-то он спасает универ, потому что хочет баллистику и вторую стрелу, чтобы что? Тут замок, тут выпиливается ратуша, но она действительно мешает тут проходу, как будто. А что с фермами? Почему перестало землетрясение работать? Оно должно... Я играл тут 2 часа, здесь землетрясение всегда работает. Дроман это... О май гад, идеально, землетрясение сюда. Может, она сейчас Дромана убьет землетрясением. Дроман, это, кстати, хорошее орудие, прям очень хорошее, его никак не убить. Это действительно мне нравится. Так, ратуша сейчас упадет точно. Что тут, замки? Но византийский замок этот забей. Нельзя крестами близко к слону сильно быть, потому что иначе... Просто омега рофл какой-то. Кстати, он может чинить отсюда, походу, свой замок. Но камни нет добытых весов, нету ничего, надо шахты, надо покупать, надо рынок. Но рынок, кстати, вычиненный. Рынок это супер здание, это супер важное здание. От слонов ожидал большего. Ну, на них 450, понимаешь, на них броня 3, типа. А урон у замка, типа, 12. И много стрел. Типа, они прям умирают от замка. Хускарлы умирают от замка, типа, не прокачанные. Они умирают. Замок это то, я считаю, еще тема. Таких мало, видишь? Здесь что? Здесь проблемы, фермы. Землетрясение на ферме не работает. Привол от слона! А кто выигрывает? Вообще непонятно. 83 креста. Нили просто на таком выживаче просто. И вот треп работает. Ну, бесконечно ресурсы тратить. Треп работает. Может, второй треп сделать? Второй треп делается. Прям Нили думает, как я примерно. Так же херово. Даман, блин, потерял.
Опять домовтыки, сейчас замок если потерять. Все, работаем дальше. Добытые ресурсы, срать на них. Рыбы работают. Рыбы 7 штук. Золото, надо ему мигрировать. А где камень на этой карте? Только в центре, да? Тут треп сразу на второй замок нападет. Все горит. Это я говорю, это топово просто. Мессенри прокачано. Продает уже все, он камень выкупает. Очкует что-то сильно. Там 4 слона, петарды масятся. Как же бомбит, когда нету лимита? Ты хочешь удалить все, крестьян, всех, я не знаю. Тут что, выходят слоны. Блин, если бы он как-то монаха тут придумал, это бы, конечно, супер поменяла ситуацию. Один монах с конверчен. Дроман куда подходит, слишком плотно. Дроман начинает бить замок, что слоны все-таки умирают. Слоны тупят просто. Один слон идет с ребушетой, надо чинить что-то. Тут дроманы. А, это вот Дроман, у него минимальный... Он убил креста и начинает идти на фаршип. Тут сильно помогает, замок добивает, утерять замок Only Freaking Andy или кто. Рынок здесь, его надо чинить всеми, надо рыбачить, бесконечные рыбаки, соответственно, еще перевозка. Брандеры, хер пойми откуда, неплохо, и даже Дроман убили, в принципе, неплохие брандеры здесь зашли. Да, решает брандерами играть, действительно, смотрите, как тут все было. Блин, тут вообще брандеры бы зашли, как все плотно, не хватило форвардока, вот они. Чуть раньше бы он бы тут выиграл ситуацию брандерами нахер. Назовешь стрим крутой стрим, реально. Купи слона. Первые не падают. Так, ладно. Понимаете, дроманы разбивают все. Тут все дроманами контрится. Вот я сейчас фрикененди. У меня 150 миллиардов крестов. Что делать? Я не понимаю, что делать. Реально. Я сейчас вообще не понимаю, что делать против византийца. Типа... Я не понимаю, что делать. Командаран. Я вообще не понимаю, что делать. Монахи. Ну, монахи. Что-то типа такого. Тут смотрите, что происходит. Убер, микромоменты. Что-то землетрясение стало редко, да, происходить? Давайте немножко ускорим тут сейчас пока моменты. Опа! Ух, чинить дроманы придется. Дорого. Надо просто ему домовтык устроить. Прикинь, идея. Я за Нили болею. Привет, а где пушки? А где универ? А где химия? Где пушки, блин? Тут где домики вопрос стоит? Бах! Ну что, нету землетрясений? Еще доки. Можно фишбумить, конечно, но на воде-то чё? Фастфайры, ой-ой-ой-ой. Греческий огонь? Сколько греческий огонь, кстати, стоит? А, ё-моё, он реально продул? Пантеон стоит. Нили выигрывает катку. Это его домашка, что ли? Нет, это первый нейтральный катка. Офигеть, не, ну эта подготовка неплохая. Ну, я бы не сказал, что тут Нили прям... Он сразу понимал, что происходит, чинил дома, там, может, не идеально. Пошел, замок высадил, тут как-то разобрался, там, здесь разобрался. Транспортом работал, карининг сделал. То есть это прям заготовка, которая... То есть он выиграл фрикененди, я не выиграл. Все просто. Как бы, офигеть. 60 АПМ на 42. Ну, фрикененди, конечно, с другой стороны, вообще не был готов. Как-то с этими домиками он просто их не распределял, во-первых, по разным островам. Второе, ну, что-то там, как-то их не чинил, тоже кузницу слил, то есть... А, видите? То есть, помните, я говорил, что он кузницу сольет до Петьфора? Вот он ее слил где-то вот здесь вот. Вот где он вторую стрелу в итоге сделал. Потому что кузницы-то не было. То есть, настолько были проблемы. То есть, кузница только сейчас. Только вот здесь вторая стрела была сделана. Господи, он даже вот с этой кузницей тупанул. Кресты, фишбум, вот и все. Хорош.